Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как говорит народная мудрость, учиться никогда не поздно, но бесполезно иногда. А мы вспомним наш любимый блок «Исчезающая девятка». Сегодняшнюю работу будем шить из квадратов 15 на 15 сантиметров. Для одного блока надо 9 квадратов разных цветов. Подготовленные детали разложим в нужном порядке. Попробуем такой вариант. В центре самая темная ткань, по углам средней насыщенности, середины сторон самые светлые ткани. Сшивать будем попарно, вертикальными рядами. Соединим сначала детали из первой и второй колонки, а потом пришьем ко второй колонке детали из третьей. При работе за швейной машинкой шьем гирляндой, нитки не обрываем, никаких промежутков между деталями не делаем. Нитки у нас нейтрального серо-бежевого цвета. Строчка мелкая, крепкая. Закрепки делаем обязательно. Детали наложили друг на друга и шьем. Нигде ничего не тянем. Как оказалось, меня смотрят много новичков. Специально для них это все проговариваю. Вот смотрите, мы соединили две первых детали. Разворачиваем, швы тщательно расправляем. Сразу же припуски направляем в сторону темной ткани. И пришиваем в ряд третий квадрат. Шьем экономно сразу же все блоки. А уже потом, когда расправим отшитые блоки, разрежем на нужные фрагменты по 9 квадратов. Сами видите, все держится на нитках, на соединительных швах. Поэтому дальше мы просто сгибаем заготовки и делаем горизонтальные швы. При работе за швейной машинкой никаких сложностей не возникает. Наши уголочки совпадут автоматически. Их сцепляет общая нить шва. Конечно, работа с утюгом обязательно. Проутюживаем все с паром, ткани подтягиваем и расправляем, чтобы ни 1 миллиметр не потерялся. Дальнейшая работа с этими блоками самая простая. Нам их надо разрезать на 4 части. Ориентируемся по центральному квадрату. Находим середины его сторон, ставим отметки, потом рисуем линии разреза. У меня центральный квадрат 13 на 13 сантиметров, то есть 6,5 сантиметра отмерили, это серединка. Когда все блоки разрезаны, делаем одну простую вещь. Просто разворачиваем на 180 градусов две противоположные детали. И все. Тут у слагаемых взыграла охота к перемене мест. И остается только заново сшить уже новый блок. В своих видео я всегда показываю самые простые и экономные способы работы, без лишних телодвижений. Как быстро соединить вместе 4 детали, вы уже, наверное, наизусть помните.
Сначала вертикальное соединение гирляндой. А потом детали расправляем и прошиваем горизонтально. Отшитые блоки проутюживаем и составляем из них узор. Здесь графическая четкость достигается за счет маленьких темных квадратов. Они располагаются попарно по диагонали. Вот такое полотно у меня получилось. Размер 78 на 116 сантиметров. Не очень большое. А вот сейчас продолжим работу с этим полотном. Для начала немного увеличим его размер. Со всех сторон обошьем полосками ткани шириной 5 сантиметров. Сначала темно-зеленые, а потом уже и золотисто-бежевые. После бежевой добавим еще и широкую темно-зеленую полоску. Знаете, девочки, прекрасно понимаю, как надо правильно собирать сэндвич, но, видимо, я уж очень устала, поэтому идем по пути наименьшего сопротивления. На ровной поверхности расстилаем ткань для обратной стороны, а поверх нее укладываем лоскутную часть. Края зацепляем булавочками и прошиваем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Потом подшиваем утеплитель, выворачиваем. Все тщательно расправляем, подтягиваем и равномерно закалываем английскими булавками. А дальше уже приступаем к стежке. Самый первый шов прокладываем посередине, а уже потом движемся к краям. Свободный край сворачиваем трубочкой. Строчка – трикотажный шов. Он более широкий и эластичный. Лапка обычная. Самое главное при стежке, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Это позволит избежать наплыва в ткани. И еще одна особенность. Шов начинаем сверху, доходим до конца, и следующий шов начинаем тоже сверху, в одном направлении. Вот такая красота у нас получилась. Размер 120 на 160. Это детское одеяло. С изнанки все хорошо и красиво. Стежку делали сначала по швам, а потом по диагоналям. А уже после этого идет отстрочка цветных полос бордюра. Оставшиеся отверстия для уворачивания зашиваем вручную. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии.
Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!